Все есть яд и все есть лекарство. Их различает лишь дозировка. Как жизнь– величайший дар, полученный человеком, вечная жизнь– страшнейшее проклятие, исцелить от которого способна лишь смерть. Сотни бессмысленных попыток выбраться и четкое осознание, что единственный путь– вперед. В этот момент в голове ненароком всплывает фраза «Убийство Бога приводит к последствиям», что, впрочем, не помешает мне попытаться. С вами Ницари, и сегодня я вам расскажу, как я прошел Curse of the Dead Gods с проклятым мечом. Я точно знаю, что такое до меня уже делали и не раз. Как минимум, все спидран-рекорды по игре ставятся именно с проклятым мечом, так как он имеет с запасом самый большой урон. Тем не менее, проверять, как это делают другие, я не пошел. В этот раз важной деталью для меня стала возможность самому понять игру и изучить ее как можно лучше, так как, в отличие от прошлых челленджей, к этому я приступал, наиграв в игру всего 50 часов. А потому главным интересом для меня стало самостоятельное исследование и изучение всех нюансов игры. Кстати, именно по этой причине у этого челленджа нет особо четко сформированных условий, так как по ходу исследования особенности игры некоторые из них оказывались попросту невыполнимыми, а другие бессмысленными. Но тем не менее, всю суть челленджа можно кратко записать примерно так. Первое. Полностью пройти игру на нормальной сложности с проклятым мечом. Второе. Запрещено использовать артефакты, предотвращающие смерть. То есть я могу их подбирать, например, если они дают какие-то существенные бафы, но от смерти они спасать не будут. Третье. Запрещено подносить к алтарям кровь, если это нанесет урон здоровью. Впервые об этом испытании я задумался еще до того, когда же разблокировал проклятый меч, а приступил сразу после разблокировки, а потому в первую очередь мне предстояло понять, что он вообще из себя представляет. Проклятый меч — это проклятый меч. Я имею в виду, что он относится к проклятому оружию и по типу атаки является мечом. Проклятое же оружие, в свою очередь, это отдельный вид оружия, среди особенностей имеющий одно основное свойство. В случае с проклятым мечом это то, что при получении урона от врага мы тут же умираем. И два дополнительных свойства. Проклятое усиление и проклятый дебаф. Всего существует по 5 типов того и другого. Они рандомятся и в разной степени вредят и помогают. Взамен на это проклятый меч обладает с огромным отрывом самым большим уроном, что при должной прокачке позволяет буквально ваншотить обычных врагов. Еще одной важной особенностью проклятого оружия является его редкость. В начале забега на пьедестале оно появляется с шансом в 10%. А так как вместе с проклятым мечом в слоте основного оружия есть еще одно, этот шанс делится еще на 2. Казалось бы, 5% шанса это не так мало. Вот только в игре нет кнопки рестарта или реролла, а для замены оружия на пьедестале вам нужно заспавниться, посмотреть, есть ли оружие, подбежать к двери, выбрать забег, подождать, пока она прокрутится, подождать карту, подождать комнату, подождать катсцену, потом подождать загрузку. И только потом, заспавнившись в забеге, нажать на Escape и выйти обратно в главный зал. Прикольно? Мне тоже нет. А на то, чтобы выролить один забег с проклятым мечом, уходило по 10-20 вот таких вот рероллов. Тем не менее, после открытия самого проклятого меча и улучшения пьедесталов, мне предстояло еще много метапрокачки. Как минимум, нужно было выбрать, с какими благословениями мне играть. Всего в игре есть 21 благословение, из которых нам нужно выбрать 3 самых полезных, чтобы взять на вылазку. Как минимум, часть из них отсеиваются просто потому, что для активации прямо или косвенно требуют получения урона или попросту не работают при установленных условиях. А вот из остальных уже можно выбирать. Самым очевидным фаворитом для этого челленджа, да и в принципе, является голод рептилий, повышающий фарм золота с врагов в примерно 3 раза, и при должной сноровке и определенном везении с расположением врагов урон вплоть до 1,5 раз. Вторым необходимым в конкретно этом челлендже благословением является Храм Бури. При обычном прохождении настакать его до хоть сколько-нибудь ощутимых значений было бы сложно, но при условии прохождения без урона под конец забега он будет давать вплоть до 40% дополнительного урона. А вот что брать в третий слот – вопрос дискуссионный. Побегав с разными благословениями, для большинства попыток я выбрал змеиную добычу. Оно довольно рандомное, но при должном везении оно может либо просто неплохо прибавить фарма, либо даже выдать реально полезный предмет. С благословениями я определился, но дальше меня ждал фарм. Фарм ресурсов на открытие этих самых благословений. И чтобы не терять время, параллельно с фармом я решил практиковаться. Изначально я планировал фармить черепа сразу с проклятым мечом, но столкнулся с проблемой. Мой прежний стиль игры, построенный на втанковывании урона, явно не подходил к нынешним условиям, а потому, беря проклятый меч, я зачастую умирал в самом начале.
Чтобы фарм не затянулся на долгие месяцы, помимо полноценных попыток, я также начинал игру с совершенно любым оружием, а после получения урона не заканчивал попытку, а просто продолжал забег. Это позволяло совершать более результативные забеги и параллельно запоминать типы комнат и поведение врагов. На все это у меня ушла примерно неделя, к концу которой я начал иногда доходить до первого босса, а количество тупых смертей значительно снизилось. И вот тут я встретился с первой по-настоящему серьезной проблемой. С одной стороны, сам факт дохождения до боссов уже намекал на то, что возможно стоит начинать полноценные забеги. Но вот только я совершенно не знал паттерны поведения боссов. Никого из них я не убивал больше одного раза. Более того, как минимум двоих в первой битве я и вовсе попросту втанковывал, но теперь такое не прокатит. А потому теперь нужно было практиковать боссов. Подумал я, но как бы не так. В Curse of the Dead Gods нет босс-раша, а на одно дохождение до босса в обычном забеге может приходиться по 5 и более смертей. И даже это, в свою очередь, было бы не столь большой проблемой, если бы первый заход в комнату босса не заканчивался примерно так. И как бы да, так поступает только один из трех, самый сложный босс, но от этого не лучше. Дело в том, что в игре есть 3 типа этажей, и каждый из них обязательно появится в забеге. Но вот в каком порядке, это определяет рандом. И мало того, что эти этажи очень неравноценные по сложности, и их сложность по-разному изменяется с переходом на следующий этаж, так еще и рандом решил насолить очень неравномерным распределением. За все время практики с боссами примерно в 60% всех забегов первым этажом выраливался средний по сложности этаж Ягуара, а вторым по частоте с примерно 30% шансом, простейший из всех, этаж Змеи. Ну и как вы могли понять, в оставшихся 10% случаев мне попадался этаж Орла. И вот этаж Орла — это чистилище в самом прямом смысле этого слова. Тут самые опасные ловушки, самые опасные эксклюзивные проклятия, буквально самый худший враг в игре, ломающий всякую логику, и самый худший босс, которого, если не убить достаточно быстро, можно прощаться с забегом. Но обо всем по порядку. Во-первых, даже базовые враги здесь худшие среди всех локаций. Гарпии, имеющие крайне кривой хитбокс, из-за чего зачастую вместо уворота получается нечто такое. Элитные часовые, первая встреча с которыми приведет к неминуемой смерти. Ковчеги души для получения возможности просто ударить, по которым придется подставляться. Жуткие отпрыски, абсолютно рандомные твари, телепортирующиеся, так еще и имеющие самонаводящуюся атаку. Казалось бы, куда уж хуже, а есть куда! Мастер меча оффлайн. Главная гнида не то что первых этажей, а в принципе игры. Если с остальными врагами можно хоть как-то бороться, то тут нужна просто невероятная реакция, куча везения и желательно молитвослов. По сути, главной проблемой этого врага является невозможность увернуться от его атак. Точнее, формально возможность есть, но тут в дело вступает уже ваша мышечная память. В пылу боя вы сконцентрированы на атаках, передвижении и ловушках, и уворачиваетесь от атак в большей степени инстинктивно. Вот противник сигнализирует о предстоящей атаке, вы нажимаете уворот, атака проходит мимо. Но мастер меча перед атакой делает очень долгую пробежку, которая формально частью атаки не является, но с вероятностью в процентов 99 среагируете вы именно на нее, и после переката смачно насадитесь на его меч. И по сути в сражении с этим врагом существует только два хоть сколько-то действенных пути. Запоминать конкретно его, заучивать паттерн его атаки и надеяться, что он будет в комнате один, чтобы у вас не сломался мозг от нужды так быстро переключаться между паттернами действий, либо, только завидев эту тварь на горизонте, бежать к нему и пытаться убить до того, как он начнет свою первую атаку. Что выбрал я, можете понять сами. Ну и как вишенка на торте этой и без того прекрасной локации — босс, встречающий нас выпадом в лицо, обладающий самым разнообразным мувсетом, самыми быстрыми атаками, а если его не убить достаточно быстро, засирающий всю арену бесконечными АОЕ атаками, увернуться от которых невозможно. Тем не менее, как-то с ним бороться нужно. Основная тактика заключается в, разумеется, додже первой атаки, а потом загоне чемпиона Орла как можно ближе к углу арены. Из-за того, что атаки у боссов в основном точечные, даже когда вы с самого края, зажать он вас все равно не сможет. Но призываемые им громовые сферы с большей вероятностью будут достаточно далеко от вас, чтобы вы, во-первых, могли успеть среагировать на появление волны, а во-вторых, не попали случайно после уворота в саму сферу. ХП у этого босса не то чтобы много, а потому примерно за 4 полноценных комбо он обычно умирает. И, как всегда, здесь ваше главное преимущество — колоссальный урон, позволяющий ввести босса в формальный станлок, когда следующую часть ХП вы ему будете снимать до того, как он успеет призвать громовую сферу. При должной сноровке это позволит убить его еще до того, как волна даже от первой сферы дойдет до вас. Примерно к началу второй недели я стал чаще доходить до второго этажа, и это уже можно было назвать полноценными попытками.
Но с наступлением уверенности в своих действиях, тем не менее, проблемы не закончились. Чем дальше я проходил, тем чаще сталкивался с новым параметром, который начинал значительно влиять на забег уже к середине второго этажа. Проклятие. По сути, это модификаторы забега, которые мы приобретаем по мере прохождения. Практически каждое проклятие так или иначе усложняет забег, но взамен дает нам какой-то баф. И помимо менеджмента накопления порчи, существует также менеджмент их влияния на игру. Чтобы контролировать получение проклятий, можно жертвовать или не жертвовать предметы, подбирать артефактное снятие порчи и выбирать, стоит ли жертвовать золото или кровь на пьедесталах. Для контроля же их влияния приходится зачастую в корне менять забег, чтобы, например, избавиться от опасного проклятия. Для простоты понимания я разделил все проклятия в игре на 4 категории. Полезные. Это проклятия, преимущества которых превосходят их недостатки, а недостатки, в свою очередь, не приносят в геймплей каких-то значительных изменений или усложнений. Они, очевидно, наиболее предпочтительны в забеге, и их при получении нужно сохранить любой ценой. Безопасные. Это проклятия, которые либо в принципе не влияют на геймплей, либо их влияние слишком незначительно, либо положительная сторона проклятия компенсирует его дебаф. Опасные. Это проклятия, которые имеют негативное влияние на забег, но оно либо незначительное или ситуативное, либо имеет накопительный эффект и раскрываются только к концу забега. Ну и последняя, 4-я категория. Смерть. Это проклятия, получение которых с большой долей вероятности приведут к окончанию забега и от которых нужно избавляться как можно раньше. Ну а 5-е проклятие всегда одно и то же, и по сути не то чтобы опасное в этом челлендже, так как любой урон и так приводит к смерти, а сколько у меня на тот момент будет хп, не столь значительно. Тем не менее, я принял решение особо не заморачиваться с контролем проклятий, если они не относятся к классу смерть. Как-никак, даже опасные проклятия в целом контролируемы. Тем более, что по сути, за счет подношений кровью можно, например, сэкономить много золота. Ну а после первого за забег достижения 5-го проклятия можно считать, что все другие теперь заблокированы. Ведь когда проклятие 5, снимается именно последнее, а накопится вновь оно сильно быстрее, чем мы успеем снять еще хотя бы одно. Еще одной сложностью на пути к чемпиону смерти стали усложнения комнат с повышением этажей. На более поздних этажах появились элитные враги, имеющие другой мувсет и значительно больше хп. Сложные стандартные враги появлялись чаще, а количество ловушек и вовсе доходило до каких-то безумных величин. Более того, в отличие от чемпионов Орла и Ягуара, которые хоть формально и становятся сложнее с прохождением этажей, но это усложнение касается только повышения их здоровья, есть босс, появление которого на 3-м этаже крайне нежелательно. Чемпион змеи. В целом, на первых этажах это самый простой чемпион. Он обладает всего 2 атаками, которые еще и доджатся просто перекатом в тайминг. Но! Первая проблема может возникнуть, если урона для ваншота призываемых им змеюк недостаточно. Тогда комбинация даже из 2, точечной и АОЕ атак, могут стать буквально смертельными. Также проблемой босса является огромный хитбокс, который иногда мешает увернуться. Тактика же борьбы все еще достаточно простая. Сразу после спавна первой волны змей расправляемся с ними, уклоняемся от атаки босса, а дальше просто подходим и бьем. У этого босса, вопреки его размерам, самая низкая сопротивляемость отталкиванию, из-за чего он, во-первых, легко отталкивается куда нужно, а во-вторых, попросту вводится в станлок. В этом станлоке нанести ему можно около 3 полных комбо, которых с большой вероятностью хватит, чтобы его полностью одолеть. Со всеми накопленными знаниями и скиллом, который неустанно рос, уже к концу 2-й недели мне удалось впервые дойти до финального босса и даже одолеть первую фазу, однако 2-я фаза началась с крайне неприятной атаки, моментально закончившей попытку. Тем не менее, за следующие 3 дня мне удавалось еще трижды дойти до финального босса. Правда, иногда это были незачетные попытки. Например, когда я ранее в забеге уже воскресал с помощью артефактов. И это был мой пик. Я был уверен, что еще буквально пару дней, пару десятков попыток и победа наконец будет моей. Но я очень сильно ошибался. Свои попытки я начал еще в первой половине сентября, в полной уверенности, что легко выполню этот челлендж за пару недель и займусь своими делами, но все очень сильно затянулось. Впереди меня ждала первая партия экзаменов, и времени на игру не оставалось, а потому моей главной целью было закончить все как можно скорее, но случайность, кривой интерфейс и моя невнимательность сыграли роль. Очередная попытка заканчивается неудачей, а я отправляюсь на долгие 2 недели перерыва, которые сильно сказались на скилле. По возвращению я сильно потерял в скилле и за первые 2 недели ни разу не дошел до Кловиса Пардье. Более того, даже до 3-го этажа я доходил в лучшем случае 1 раз из 10-15 забегов. Мне понадобилось еще больше недели постоянной игры, чтобы вернуться на уровень конца 2-й недели. Я уже думал сдаться, а добила меня вот эта ситуация. И это было странно.
Было несправедливо и обидно потерять практически идеальный забег, лишиться столь идеального шанса, возможно, последнего шанса. Я тут же остановил запись и пошел пересматривать этот фрагмент. Я пересматривал этот повтор десятки раз, и все, что я видел — баг, кривость хитбокса и несправедливость. Может, у меня начал лагать геймпад, или возникли проблемы с Bluetooth. В общем, все то, на что я бы никак не смог повлиять. А через несколько попыток ситуация повторилась. Я снова пересмотрел, что произошло, и это оказалось не багом, а закономерностью. Результат? Я выяснил, что, оказывается, визуально кувырок длится примерно на треть меньше, чем его реальные айфреймы. Более того, даже после визуального окончания кувырка персонаж остается неуправляемым еще примерно 0,1 секунды. То есть реальный график у ворота выглядит не так, а вот так. Мертвая зона в начале — это время, когда мы уже потеряли контроль над персонажем, потому что совершаем уклонение, но все еще получаем урон. Это начало кувырка, условно до касания руками пола. Мертвая зона в конце начинается примерно с момента, как персонаж перекатывается через середину спины, а мертвая зона после — те самые 0,1 секунды. Насколько я понимаю, последние 0,1 секунды отводятся для возможности атаковать сразу после кувырка, но если не бить, управление мы все равно теряем. Странная информация, но удивительным образом это знание мне помогло. Теперь я начал совершать увороты чуть-чуть позже, и количество несправедливых смертей и странных затупов стало значительно меньше. И более того, это позволило побеждать чемпиона Ягуара, с которым за все испытания я сталкивался с запасом больше всего раз, проще. Вообще, атак у него не так много, как у чемпиона Орла. Более того, их легче считать заранее, чтобы была возможность увернуться и среагировать. Но они более разнообразны, и практически все бьют по площади, из-за чего просто у ворота недостаточно. Уворачиваться нужно еще и в правильную сторону. Тактика же победы заключается в том, чтобы в начале боя немного сблизиться, чтобы первой атакой не был прыжок, от которого достаточно сложно увернуться. Затем нужно всматриваться в его атаки и в зависимости от типа атаки уворачиваться либо в сторону к самому боссу, либо просто в сторону. Когда арена загорается, важно держаться к боссу как можно ближе, чтобы он не сделал атаку с прыжком, которая перекроет вообще все свободное место на арене. Битва с этим боссом, кстати, тоже длится не сильно долго. Пусть у него и больше всех хп, но примерно половину битвы он горит, а нанесение удара по горящему врагу проклятым оружием вызывает ослабление, что и компенсирует его чрезмерное здоровье. На следующий день после этого происшествия я впервые после перерыва смог дойти до чемпиона смерти, причем дважды. А еще через день, спустя более 1,5 месяца с начала испытания, более 100 часов, 300 полноценных попыток и более 4000 реролов, отнявших чистыми более 20 часов времени, я наконец смог. Окей, хороший модификатор. Карта... Карта говна. Что поделать? Не прям говна, средний, окей. Это далеко не худший вариант, но это средний. Я вот только думаю, стоит ли забирать второе улучшение или понадеяться на то, что выпадет что-нибудь с 2 мест с реликами. Сейчас опасно было. Дважды. Трижды. Я, во-первых, чуть не вылетел на вагон, когда уворачивался от него. Во-вторых, водички хлебнуть. Во-вторых, чуть не вошел в огонь. И в-третьих, мог просто не вернуться. Уф, хорошо, берем. Милости. Да. Все, нормально. Мог бы паролить, но нет. Окей. О, как это было близко! И как это было страшно. Фу. Окей, жив. Не, ребят. Это шутка очень. У меня, кстати, первые вообще статы за всю игру. Это очень-очень-очень не смешные шутки от игры. У меня, по-моему, ни разу такого охрененного стата не было еще.
Давай, чё. Миллиметраж. Но тем не менее. Не очень понимаю, почему здесь всегда текстуры лагают на этой локации. Точнее, на любом виде этой локации. Это самое смешное. Вот это вот что, ну, тут... Я вас понял. Да, получим урон еще таким тупым способом, конечно. ХП много, что можно тратить. Угу. Что еще расскажете? Как-то так. Знаю, что это такое, мы с ним уже встречались не один раз. А, ваншот первой фазы. Что это? Что это было? Да, крайне неожиданный финал. Но что оказалось более неожиданным, так это наличие более сложных этажей впереди. Я предполагал, что так может получиться, но точно не знал. Тем не менее, а почему бы и нет? Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть прохождение полностью без урона и на самой максимальной сложности, пишите об этом в комментарии. Полная запись забега с живыми комментариями есть в описании, можете посмотреть, там не особо много. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь, здесь будет еще много интересного. Переходите в группу в ТГ, там будут эксклюзивные новости по каналу и многое другое. Также вы можете поддержать выход новых видео рублем. Спасибо вам, что прошли со мной этот путь, и до скорого!